В это тревожное время хочется еще раз поговорить про тревогу. Собственно, в чем основная проблема? Тревога сама по себе нам ничего полезного не дает. Мы в состоянии тревоги тупые, мы лишены сил, мы в состоянии такой выученной беспомощности, мы неэффективны, мы плохо думаем, мы не можем планировать, мы сливаем огромное количество энергии, мы испытываем стресс, от которого не можем освободиться. От этого мы хуже спим, хуже восстанавливаемся, хуже работаем и так далее. То есть по факту идем в разнос. Ничего полезного нам это состояние не дает. И чем эффективнее мы будем с этим состоянием справляться, чем быстрее мы будем из него выходить, тем меньше энергии мы будем сливать впустую, тем более эффективными мы будем, тем более счастливую жизнь мы будем проживать. Ну, для начала давайте определимся с понятиями, что мы называем тревогой. Многие путают тревогу со страхом. Страх – это реакция психики, реакция организма на то, что нам угрожает непосредственно прямо сейчас. То есть то, что реально прямо сейчас может нанести вред мне, моему здоровью, моей безопасности и так далее. Тревога же – это реакция психики на мысль о том, что в будущем теоретически может быть какой-то риск, может быть какая-то проблема. То есть страх – это то, что происходит со мной прямо здесь и сейчас, и основание для страха – это то, что происходит прямо здесь и сейчас. Мчится на меня бультерьер без ошейника и без намордника. Или вылетела навстречу машина, или я смотрю вниз с крыши какого-нибудь здания, здесь опасность реально со мной, что-то реально прямо здесь и сейчас может произойти. А тревога – это наши галлюцинации. Тревога – это реакция на мысли о будущем. Сейчас нам в данный момент времени ничего не угрожает, и здесь важно разделять. Собственно, когда мы говорим про тревогу, мы говорим про некий сигнал нашей психики о том, что стоит позаботиться о чем-то в своей жизни, что-то может пойти не так. Это, в принципе, нормальный сигнал, но основная проблема, почему очень много людей становятся хронически тревожными, патологически тревожными, вообще находятся в таком неэффективном состоянии, в том, что мы по какой-либо причине не считываем этот сигнал и не реализуем его. То есть, что такое вообще, в принципе, тревога? То есть, тревога начинается с беспокойства. То есть, беспокойство. Я нахожусь в покое, когда у меня все хорошо. Я нахожусь в покое, когда я сыт, когда я в безопасности и так далее. То есть, все мои инстинктивные биологические потребности удовлетворены, мне хорошо. Я нахожусь в покое. Когда мне становится чего-то недостаточно, когда мне чего-то не хватает, и я это чувствую, я начинаю чувствовать беспокойство. Это сигнал, мне чего-то не хватает. Например, я хочу пить, я начинаю беспокоиться по поводу того, что у меня есть ощущение жажды. Я фиксирую, что я хочу пить, я иду, и вот этот сигнал беспокойства, я его реализую. Я реализовал сигнал, то есть я по факту выполнил инструкцию, ради которой это ощущение беспокойства пришло. Реализовал, все. Я сижу, я попил, беспокойства больше нет. То же самое голод, то же самое, возможно, одиночество. Меня беспокоит, что я давно близко не коммуницировал, близко не общался с теплыми доверительными отношениями с другими людьми. Мне одиноко, это тоже беспокойство. Я иду движим этим беспокойством в места, где есть люди, с кем можно пообщаться, друзья и так далее. И я это удовлетворяю, после этого я спокоен. Вот, а тревога у нас возникает, когда мы не обрабатываем, по какой-либо причине не обрабатываем наше беспокойство. Нам что-то не хватает, но мы как будто бы этого не замечаем. Например, я длительное время не обрабатываю мое беспокойство относительно того, что, например, мне не хватает денег.
И это через некоторое время перерастает в мою тревогу, что со мной может что-то случиться, я могу остаться без денег. А если я могу остаться без денег, мне будет плохо, мне будет небезопасно и так далее. В будущем меня ждут проблемы, и это уже тревога. И если я все равно по какой-то причине избегаю, прям сбегаю из этих ощущений, сбегаю от этого ощущения беспокойства, избегаю от этой тревоги, моя тревога начинает нарастать. То есть как это происходит? Я не обрабатываю чувство беспокойства, не решаю проблему, я получаю тревогу. Я начинаю сбегать от чувства, от ощущения тревоги, и тревога начинает расти. Дальше, когда тревога начинает мне уже мешать, я начинаю тревожиться по поводу своей тревоги, потому что она мне мешает работать, она мне мешает строить отношения, она мне мешает зарабатывать деньги и так далее, по какой-либо причине. И тревога по поводу тревоги уже усиливается, и мы начинаем видеть такой эффект снежного кома. И все это может привести к психосоматике, то есть к сбеганию вот этой проблемы тела. То есть вот эта наша тревога может проявляться уже на телесном уровне в виде астмы, в виде раздражения, в виде напряженных мышц, в виде хронических болей, головные боли, проблемы с позвоночником, проблемы с шеей и так далее. Итого, мы пришли к пониманию, что в принципе основной причиной того, что мы можем иметь какие-то тревожные состояния, это сбегание из ощущений. И к чему это может приводить? Это может приводить к тому, что мы неэффективны, мы неэффективно думаем, мы неэффективно живем, падает качество нашего и глубина нашего мышления, нам становится хуже эмоционально, то есть состояние у нас становится более тяжелое. Результаты, соответственно, у нас сильно падает качество жизни. Мы начинаем терять огромное количество энергии на борьбу с самим собой, с этими симптомами. Мы начинаем сливать огромное количество времени, энергии, ресурсов впустую. Вместо того, чтобы просто обработать этот сигнал и решить, в чем проблема, по поводу чего был сигнал. Это может действительно разваливать многие сферы жизни. В отношениях, если ты тревожный, у тебя становятся отношения поверхностными. Ты теряешь возможность иметь теплые, глубокие, доверительные, питающие отношения. Это негативно сказывается на профессиональной реализации, на зарабатывании денег, потому что мы неэффективны. То есть горизонт планирования сужается. Мышление становится более плоским, потому что нам в таком состоянии банально хуже думать. Ну и, соответственно, мы неэффективны в плане того, как живется нашему телу. То есть мы не высыпаемся, мы не восстанавливаемся, мы хуже, в принципе, мы в полуаварийном режиме существуем. Соответственно, что со всем этим делать? То есть основная причина, как мы уже сказали, это прерывание контакта, сбегание из ощущений, сбегание из переживаний. Соответственно, для того, чтобы работать с тревожными состояниями, работать с тревогой, мы разделим данное состояние на 3 уровня интенсивности. То есть самый легкий уровень интенсивности, такая легкая тревога, просто некий дискомфорт, некое беспокойство. Ну, например, по 10-бальной шкале это 1-2 балла. Это то, что пока еще нас само по себе не тревожит. Просто какой-то фон. Это легкая тревога. Средний уровень тревоги, когда я уже понимаю, что я в каком-то тревожном состоянии, это меня беспокоит, это мне мешает, но пока я стабилен, пока данное состояние меня не дестабилизирует. Ну, допустим, это от 2 до 8, может быть, до 7. И сильная тревога, которая меня дестабилизирует. Допустим, от 7 до 10 или от 8 до 10. Сильная, яркая тревога, которая меня дестабилизирует, я уже неэффективен, я не могу о чем-то думать, я не могу заниматься своими делами, я не могу работать, я не могу и так далее. Ничего не могу. Она меня дестабилизировала. Выше этого идут уже неконтролируемые какие-то состояния,
либо расстройство личности, например, генерализованное тревожное расстройство, либо панические атаки, либо обсессивно-компульсивное расстройство. В общем, выше идут уже расстройства. Об этом мы будем говорить, возможно, в других подкастах, в других выпусках. Сейчас мы говорим только про тревогу. Вот. И в зависимости от того, на каком уровне интенсивности вы себя нашли, здесь разный инструментарий. И, например, если мы говорим про максимальный уровень тревоги, максимальную интенсивность, наша задача сделать из максимальной интенсивности среднюю. То есть из максимальной полностью убрать тревогу не получится. Задача каждого уровня сделать так, чтобы просто сбить тревогу, сделать интенсивность меньше. Поехали. Начинаем с тревоги максимальной интенсивности. Наша задача стабилизироваться, наша задача перевести интенсивность вот этой большой тревоги, от которой мы идем в разнос, до тревоги среднего уровня, с которой можно уже работать осознанно, понимая, о чем она. То есть первое, что можно сделать, такие техники как скорая помощь. Первое, вообще увидеть и признать свое состояние, то есть легализация состояния. Просто принять тот факт, что я сейчас в тревоге. Это нормально, от этого не умирают, со мной все будет хорошо, я с этим разберусь, все будет нормально. Само признание, что я в тревоге, оно немножко даже диссоциирует и понижает интенсивность. Если же недостаточно внутренних ресурсов бывает иногда для того, чтобы найти себя в этой тревоге, это касается уже каких-то пограничных состояний, иногда стоит обратиться к другому человеку, к оператору или к специалисту. Некоторые состояния по интенсивности уже нас дестабилизируют настолько, что мы уже в аварийном режиме отсоединяемся от своих ощущений, мы уже не понимаем, что с нами происходит, у нас уже внутри начинает просыпаться такая паника уже и дикий страх. Иногда даже паника паники или страх страха. Это уже как снежный ком. Но если вам удается найти себя в этом состоянии, стабилизироваться, легализоваться, признать, что это нормально, это просто мое состояние, интенсивность упадет. Это первый момент. Второй момент. Посмотрите по сторонам и увидите, что прямо сейчас вам на самом деле ничего не угрожает. Например, я сейчас в помещении, здесь тепло, здесь нет никаких угроз. Я нормальный, я живой, меня зовут Антон. То есть мне нужно вернуться в то место, где я на самом деле нахожусь. Потому что состояние сильной тревоги характеризуется тем, что я в своих мыслях куда-то улетел. Куда-то отсюда, например, что где-то сейчас очень плохо, и я думаю об этом, я по поводу этого беспокоюсь, возможно, по поводу другого человека, возможно, по поводу себя где-то, возможно, я представляю, что где-то мне могла бы угрожать какая-то опасность, я отсюда улетел, мне нужно вернуться назад. Либо я тревожусь по поводу будущего, Господи, что же со мной будет завтра, когда я попаду на это совещание, или на этот экзамен, или на эту встречу, как же я буду и так далее. Я не здесь, я в этот момент в будущем. Либо иногда так бывает по поводу прошлого. Надо было сказать другое, нужно было сказать по-другому, нужно было. Сейчас этого уже нет, а я еще в прошлом. То есть пунктом вторым вернуться в здесь и сейчас, там, где я физически нахожусь, в тот момент времени, который сейчас идет. Есть. Третий момент. Остановить по факту поток мыслей, увидеть эти мысли. Такой ручной тормоз для мыслей. Я начинаю отлавливать, а на какие мысли я реагирую. Я как будто бы начинаю видеть их. Вот ко мне пришла мысль о том, что завтра мне может быть плохо. Оба, я вижу, но это всего лишь мысль. А потом раз, и я вижу, например, что ко мне пришла мысль, что может еще что-то плохое произойти. И как только я начинаю отлавливать мысли и вижу себя реагирующим на эти мысли, я тоже немножко отсоединяюсь, немножко диссоциируюсь. В идеале вообще мысли могут остановиться. Как только я начинаю, например, искать, а кто этот я, к которому приходят мысли,
И каждая мысль, которая ко мне приходит, я ее вижу, отлавливаю и начинаю искать, а где она родилась. Через некоторое время такой работой мысли могут вообще в принципе исчезнуть. И, соответственно, может исчезнуть наша реакция. Но даже сама вот эта работа по отслеживанию мыслей и признание того, что я сейчас реагирую на свои фантазии, на мысли, на галлюцинации, на будущее, на то, чего нет, уже помогает немножко сбавить обороты. И здесь мы переходим на средний уровень, на среднюю интенсивность тревоги, где мы уже в принципе стабильны. Мы уже можем эффективно работать со своими состояниями. Как работать с тревогой средней интенсивности? Когда мы стабильны, мы уже понимаем, что у нас есть тревога, но мы стабильны. Самый главный такой скрипт, самая главная стратегия, как избавиться от тревоги, по факту, перестать избегать и реализовать тот сигнал, который к нам приходит из психики. Скрипт звучит следующим образом. Первое. По поводу чего я беспокоюсь? То есть на что направлена моя тревога? Конкретно по поводу чего? Что я представляю? Какие картинки я представляю, которые меня вводят в такое состояние? То есть это ответ на вопрос, а что плохого может случиться? Например, завтра я могу не сдать экзамен, и меня отчислят, я пойду в армию. Или завтра я очень плохо себя проявлю на встрече, меня уволят, засмеют, лишат премии и так далее. Или сейчас я пойду в магазин за продуктами ночью, и в темном переулке меня встретят какие-нибудь господа и так далее. То есть, какого результата я боюсь? Это первый момент. Второй момент. Могу ли я что-то для этого сделать? Могу ли я каким-то образом решить эту проблему? Могу ли я сделать что-то для того, чтобы рисков этих не стало, либо стало меньше? То есть, если у меня завтра экзамен, могу ли я что-то с этим сделать? Наверное, да, могу, подготовиться лучше. Завтра у меня встреча, от которой зависит, например, моя карьера. Могу я что-то для этого сделать? Например, лучше подготовиться, с кем-то поговорить и так далее. Заручиться чьей-то поддержкой и так далее. Если я боюсь, что меня ограбят в темном переулке или даже что-то со мной похуже сделают, могу ли я что-то сделать для этого? Например, я могу не ходить туда. Или я могу позвать друзей, или я могу на такси поехать в булочную и так далее. То есть, могу я что-то сделать, чтобы понизить риски? Если могу, переходим в следующий этап. Могу ли я это сделать прямо сейчас? А если я не могу, мне предстоит пережить, что да, мне теоретически может быть плохо, мне теоретически может быть больно. И я не могу с этим ничего сделать. Да, жизнь это не только удовольствие. Могут быть еще и состояния фрустрации. Иногда мы можем проигрывать и так далее. То есть прожить сам факт, возможность, что мне может не повезти, может быть, я попаду в какую-то тяжелую, неприятную ситуацию. Но мы возвращаемся в тот вариант, где мы что-то с этим можем сделать. Здесь мы задаем себе следующий вопрос. Я могу прямо сейчас с этим что-то сделать? Если могу, я это делаю до того момента, чтобы я не успокоился. Все. Я сделал для этого все, как один из принципов стоицизма. Если я прямо сейчас могу сделать что-то для того, чтобы получить лучший результат, я делаю. Если не могу, все, значит не могу. На этом моя воля, моя власть, моя ответственность заканчиваются. Если вдруг прямо сейчас я не могу этого сделать, я спрашиваю себя, когда, при каких обстоятельствах, какой план, беру просто и записываю это в план. Допустим, у меня есть тревога по поводу того, что через месяц я могу остаться без денег. Я могу прямо сейчас что-то с этим сделать. Прямо сейчас, например, не могу. Но в планах могу записать, найти работу, или найти еще клиентов, или договориться с кем-нибудь по поводу совместной деятельности и так далее. Я прям пишу себе план, что завтра я с этим человеком поговорю, послезавтра я на собеседование сюда схожу, через несколько дней я договорюсь с какой-нибудь компанией и так далее. То есть я себе пишу планы. И, в принципе, мне легчает. Если интенсивность переживаний по поводу того, что
есть какие-то риски, я с этим сделать ничего не могу, мне тяжело это пережить. Есть такая техника, называется катастрофический сценарий. То есть я представляю, что самое плохое может в моей жизни произойти, самый плохой вариант. И я начинаю его проживать от начала до конца. Например, что меня уволят, я потеряю работу, у меня не будет денег, меня засмеют, меня все бросят, меня разлюбят, я стану бомжом и так далее и тому подобное. И я до конца, до самого конца довожу всю эту стратегию. Главное здесь не выпадать из ощущений, не избегать из ощущений. Помним главное правило, чтобы не оставаться в тревоге. Докручиваем эту цепочку до самого конца. И даже если в самом конце есть возможность умереть, мы все равно, как получится, так и доигрываем. Мы реализуем тот заряд страха, который в нас уже выделился, и для того, чтобы освободиться, мы должны в своей голове это доиграть до конца. Заряд упадет, нам легче будет это проживать. Следующий инструмент, который может вам помочь с тревогой средней интенсивности, это работа, собственно, с этой мыслью по поводу того, что в будущем может что-то случиться, потому что иногда наши тревоги иррациональны. И для того, чтобы избавиться от этой тревоги, мы можем вообще, в принципе, проанализировать, из чего я это взял. То есть мы на первом этапе поняли свои страхи, поняли, что плохого может случиться в будущем. Начинаем задавать себе вопрос, а насколько, в принципе, это реально? А с чего я вообще это взял? То есть те, кто, например, знакомы с фокусом языка, стратегией реальности, а с чего я это взял? Откуда я взял эту информацию? Мне друг сказал, мне мама сказала, я в новостях прочитал, на ютубе и так далее. И если мы видим, что это просто мнение другого человека, мы можем просто сказать, люди могут ошибаться. То есть я не уверен, что так может быть. Мои страхи могут быть банально иррациональны. Следующий момент, фокус языка номер 11, противоположный пример. А может быть, например, по-другому. А может быть, например, что завтра меня ждет какой-то сложный разговор, а я из него выйду победителем и наоборот меня повысит, или я укреплю свои позиции в компании. Может. Потому что, решая проблемы, мы себя как-то проявляем и можем зарекомендовать, наоборот, с лучшей стороны. И, наконец, на вкусненькое, фокус языка номер 1, намерение. То есть, в чем на самом деле мое намерение, почему еще я тревожусь? Что эта тревога, что эта мысль мне дает? Например, какие-то тревожные мысли могут нас собирать, как-то активизировать, повышать нашу витальность, энергию. Если я понимаю, что данные мысли, я как будто бы сам себя пугаю, сам себя тревожу для того, чтобы собираться вместо кофе, то я просто либо оставляю эту мысль как будоражащую меня, как собирающую меня, но уже по-другому к ней отношусь. Не я уже завишу от этой мысли, а я уже понимаю, зачем она мне, то есть кто кому здесь слуга. Либо я нахожу себе другой мотиватор, другой способ взбодриться, другой механизм, как приводить себя в такое более включенное состояние. Мотивировать себя тревогой не самое удобное, не самое эффективное действие, способ. Перейдем к работе с тревогой низкой интенсивности. То есть здесь мы говорим уже не про проблему, а про некие предпосылки, после которых может начаться опять тревога средней интенсивности. Это некий такой легкий постоянный минус. Это еще не проблема, это еще не тревога, это еще не какое-то беспокойство, но это постоянная готовность к тому, что может произойти что-то плохое. Это всегда постоянно пониженное качество жизни. И самая главная опасность, что с тревоги низкой интенсивности мы очень легко, что-то случится, очень легко мы можем опять вернуться к тревоге средней интенсивности. Соответственно, для того, чтобы навести марафет в качестве нашей жизни, мы должны все-таки застабилизироваться около нуля, либо оставаться в легком плюсе.
Соответственно, самое простое, с чего стоит начать, это такая ревизия того, о чем мы думаем, на что направлено наше внимание. Можно здесь сказать про такое позитивное мышление. Но по факту мы говорим о том, что лучше обращать внимание на что-то хорошее, приучить свои мозги находить хорошее в других людях, находить хорошее в мире, находить хорошее в себе, находить хорошее в принципе вокруг. И по факту каждый раз мы будем реагировать на это легким плюсом, и это будет держать нас немножко выше вот этой ватерлинии. Это первый момент. Второй момент. То, что в НЛП называется укреплением я-концепций. Это некая психологическая стабилизация, это некие психологические опоры на самого себя. То есть о чем речь? Что такое я-концепция? Я-концепция – это убеждение по поводу себя. Какой я? Я достоин любви, я достоин уважения, я хороший, я харизматичный и так далее и тому подобное. У меня может быть все, что я захочу, я талантливый. Это все убеждения по поводу себя, которые делают меня опорным, ресурсным, стабильным, устойчивым. Соответственно, если вдруг вы понимаете, что вас шатает, эмоционально, психологически шатает, если вы понимаете, что у вас есть какие-то вопросы по поводу уверенности в себе, если вы понимаете, что вам не хватает внутренних опор, можно провести следующую такую легкую технику. Вы пишете на листе все, за что вы собой гордитесь. Вы выписываете все свои достижения. Это могут быть любые достижения. Это может быть школьная олимпиада. Это могут быть сданные экзамены. Это могут быть премии на работе. Это может быть выполненная работа. Это может быть свадьба, рождение детей. Все, что угодно, что в принципе может считаться вашими успехами, вашими достижениями. А теперь собираете данные достижения в убеждения по поводу себя. Например, я собираю в одну кучку, такую, в одну группу достижений относительно моей профессиональной компетентности. О том, что здесь я был хорош, здесь мои публикации вызвали там такой ажиотаж, здесь мои клиенты мной довольны, здесь успехи, финансовые успехи, финансовые результаты меня рекомендуют и так далее и тому подобное. Я все это группирую в некий вывод. Я хорош в своей работе, я компетентен. Есть. И я теперь могу на это опираться. Это моя я-концепция, устойчивая я-концепция. Все, есть. Беру следующий пучок. Например, что людям со мной хорошо, людям со мной весело. Я душа компании, я рассказываю там смешные анекдоты, ну и так далее и тому подобное. Я это все собираю вместе, например, и делаю вывод там, я харизматичен, меня любят, я достоин любви, я достоин уважения, я достоин внимания. Раз, следующая я-концепция. И вы все свои успехи по группам, вот так вот, вы группируете и подводите к каким-то выводам по поводу себя. И когда вы четко понимаете, что ваши выводы основаны на фактах, не на мыслях, а на фактах, и не на интерпретациях, а действительно было на самом деле, это ваши сваи психологические, это ваши устойчивые я-концепции, на которые вы можете опираться и находиться выше ватерлинии. Вы будете с собой довольны, вы будете себя любить, вы будете себя уважать. Все, легкий плюс. Следующий инструмент мы назовем экология разума. Такая информационная гигиена. Обратите внимание, какую информацию вы потребляете, потому что мир сейчас переполнен тревожной информацией, негативной информацией, потому что банально с помощью негативной, пугающей, тревожной информации легче привлечь ваше внимание. Соответственно, если вы почистите информационный фон и будете потреблять только то, что действительно вам нужно, например, для вашей работы, для вашей учебы, для вашей реализации, и отсеете все страшилки, пугалки, тревожилки, чье-то негативное мнение и так далее, то, что засоряет ваш фон, в принципе, вы таким образом почистите свои эмоциональные реакции. Ваше состояние будет в целом лучше, вы не будете сливать энергию на реакцию на чьи-то пугающие мысли. В завершении вспомним про наши 4 любимых гормона. Это серотонин, эндорфин, допамин, окситоцин. Эти 4 гормона как ингредиенты коктейля
могут сделать нашу жизнь вкусной, наполненной энергией, наполненной любви, наполненной смыслом, наполненной удовольствием. Даст нам вкус жизни. Не забываем про эти ингредиенты и регулярно кормим свой мозг. Каким образом? Серотонин. Серотонин у нас выделяется, когда мы чего-то достигаем. То есть мы чего-то добились, от чего мы собой можем возгордиться. Делаем что-то, и наш мозг награждает нас серотониновым приходом, серотониновым вкусом. Я крутой, я этого достиг, я собой доволен. Есть. Эндорфин – это легкое превозмогание себя. Это могут быть тренировки, это может быть растяжка, это может быть преодоление какого-то предыдущего уровня. То, для чего мне нужно напрячься, чтобы сделать более крутые результаты. Допамин – это гормон предвкушения. Важно всегда иметь поставленными цели, которые вас вдохновляют. То есть вы понимаете, что вы хотите получить, что вас вдохновляет, какой-нибудь новый Ягуар или новый телефон или что-то новенькое, новая должность, новая котлета бабла, новая вилла, лопата и так далее. То есть что-то новенькое, что вас вдохновляет, куда вас влечет, вы ставите цель и вы получаете допамин. Допамин как гормон предвкушения. И окситоцин, обнимашки. Если вам тревожно, если вам скучно, если вам пресно, обнимите кого-нибудь. Соответственно, мы разобрали техники, с помощью которых можно работать с тревогой разной интенсивности. Большой интенсивности, когда вы уже неэффективны, нестабильны. Средней интенсивности, когда вы чувствуете, что уже какая-то проблема есть, но с ней можно работать. И такой слабой, легкой интенсивности, когда мы говорим просто про качество и вкус жизни. Соответственно, если самостоятельно вам, допустим, сложно разобраться с тем, на что направлена ваша тревога, от каких состояний вы избегаете, какие состояния, ощущения для вас являются непереносимыми, и вы отключаетесь от ощущений, от переживаний, и это приводит к тому, что тревога растет, вы можете обратиться к специалисту, к оператору, к терапевту, который поможет вам дойти до этих переживаний, убрать эти невротические механизмы, помочь допрожить, помочь соединиться с этими переживаниями, допрожить этот опыт, разобраться и убрать такую занозу, убрать палку из колеса для того, чтобы эти внутренние механизмы начали сами работать. Вы можете подобрать себе специалиста по душе, по вкусу. С вами был Антон Махновский. До новых встреч!